Министерство обороны лишило нас прописки. Вы не наши. Пенсионеры не получают здесь льготы. Путин молодец. А это как в преисподнюю попасть? У нас вообще нет адреса. Вот чтобы из дома кто-нибудь пожил бы здесь хотя бы вот. И мы живем не знаю где. Дайте мне визу, я уеду отсюда. А вас как зовут? Не буду. Наверное, точно меня посадят уже. Сейчас мы находимся в 70 километрах от Москвы, в городе которого нет. Никогда не было и, скорее всего, уже не будет. В Советском Союзе его стерла с карт холодная война и ядерные ракеты. В 90-е – равнодушие власти, а в 2000-е – бюрократический сюрреализм. Сегодня его больше нет. Ни на бумаге, ни на табличке, ни в реестре. 1500 человек приписали к чужой деревне, почту к пустому ящику, а земли к федеральному лесному фонду. Дороги есть, дома есть, люди есть, а города нет. Добро пожаловать в Сергиев Посад 15, в город, которого нет. Город, которого нет, родился из страха перед ядерной войной. В середине 1950-х, когда СССР окружал Москву кольцом ПВО, здесь, в лесу под Сергиевым Посадом, появился один из стартовых комплексов системы С-25 «Беркут». Позже сюда пришла более мощная система ПРО А-35. В земле вырыли шахты, в них поставили ракеты с ядерными боеголовками, те самые галоши. Это был первый эшелон защиты Москвы от американского удара. На карте пустота, в письмах прикрытие. Москва, Загорск 15. По факту сверхсекретный гарнизон, известный только своим. Так родился городок Загорск 15. К 70-м годам его перевооружили, поставили новую систему А-35М, но в конце 80-х модернизация остановилась, страна разваливалась. А в 90-х сюда перестало ездить начальство. Минобороны ушло, а вместе с ним и ответственность. Московская область сказала: это не наша земля. Владимирская тоже. Передачи не было. Город оказался в правовом вакууме. Ни региона, ни баланса, ни будущего. После ухода военных остался город. Остались дома, люди, дороги. Но не осталось того, кто за это все отвечает. Юридически Сергиев Посад 15 десятилетиями висел в воздухе. Формально военный городок, фактически забытая территория между двух регионов. Зовут меня. Фамилия Чепура Михаил Дмитриевич. Очень приятно, О, меня Юрий зовут. Очень приятно. Значит, прожил здесь я 50 лет, отслужил 23 года в армии, 23 на гражданке отработал. 77 лет мне. Так. Вы хорошо выглядите. Ну, Очень. слава богу, что вы это самое мне даете. Можете что угодно фотографировать, куда угодно показывать. Я не стесняюсь, потому что уже мне надоело это. Я не получаю это самое, льготы. Да никто не получает. Пенсионеры не получают здесь льготы. Как вам это объяснили, почему забрали льготы? А потому что нас лишили, Министерство обороны лишило нас прописки. А прописка была секретная. Здесь Московская область, а сейчас Владимирская земля. Владимирская область еще не получила землю от Министерства обороны и жилфонд. Вы можете понять, вы слушаете, и жилфонд сам Владимирской области не передал. И мы живем не знаю где. Они не передадут никогда, потому что все устарело. 50 лет здесь ничего капитально не делалось. Вот они стоят, они искать. На бумаге он стоял на землях Минобороны, но армия ушла. Московская область, через которую шла вся логистика, сказала: мы не имеем отношения. Владимирская область, где город находится географически, ответила: передачи не было, земля федеральная, мы не можем тратить на нее бюджет. В 2016 году власти Александровского района попытались включить городок в состав деревни Таратино. На словах включили, на деле нет. Минобороны тянуло с передачей. Земельные границы не были определены. Суд в 2021 году обязал военных провести межевание, но ведомство просто игнорировало письма. К 2025 году по бумагам город все-таки стал частью деревни Таратино, но жители узнали об этом постфактум. Их дома оказались в лесном фонде, а улицы в полевом массиве. В кадастре пустота, на бумаге
ничего. В бюджете тоже. Здесь нет даже официального адреса. У нас вообще нет адреса. Адрес у нас лишили. Лишили год. Всего лишили. Борьба идет за городок 25 лет. Когда было, еще нас не сняли, когда ликвидировали часть, нас быстро-то не сняли самую прописку. Вот. Мы хотели, чтобы мы остались в Московской области. Полвека прожили, полвека в Московской области. 62-го года мы тут. Да. Вот. И оказались в деревне Таратино. Вообще это ужас, конечно. Из-за непонятного юридического статуса город оказался не только без адреса, но без всего, что делает место пригодным для жизни. Нет управляющей компании, нет обслуживающих служб, нет уборки, ремонта, освещения. Нет даже того, кто должен отвечать за дорогу, по которой едет скорая. Для одних это территория военного ведомства, для других ничейный лес. А для тех, кто тут живет, это дом. Но государство их здесь не видит. Обслуживает город кто-то какие-то Вы службы? что, смеетесь, что ли? Никто. То есть уборка города тоже. Нет. Все своими силами? Зимой тоже никто не. А и снег тоже никто не чистит? Нет. Сами скинемся, дороги почистить, чтобы машины проехать. Вот здесь дорога провалится, поставили буки, чтобы машины не провалились. Вон там провалилась дорога, люди сами засыпали. А где ближайшая поликлиника? Вот, Пустое. медицинское обслуживание как? Тронина. Тронина. 25 км пешком. 25 километров пешком. Да. Потрясающе. Это ближайший фельдшер любой вообще. Да. Ой. Здесь нету ничего, Нет, ни нет. поликлиники, ни фельдшера. Нет у нас. А милиция, участковый какой-нибудь? Кто за порядком следит? Один где-то. Милиция? Есть Да. участковый. Приезжали. Ой, только не мне дозвониться. Медсестры нету, вы можете понять. Вот спасибо аптека Маринка, которая сама и укол сделает. Откуда скорая приезжает? Приезжает вообще скорая? С Александрова. Аж с Александрова? Это сколько едет скорая? Час? Сейчас. А общественный транспорт, я так понимаю, это до Сергиева Посада на автобусе, а тут Да. на электричке, чтобы в Москву добраться. Да. Ну, это где-то часа 2 получается до Москвы. 3. Ты больше. И А вы давно тут живете вообще? 60 лет. А, вы еще застали. А что при Союзе тут было как? Прекрасно все было. Я так понимаю, что была и медицина, все на месте, Да, город всё закрытый, было. самодостаточный амбулатория полностью была. был. Там было. А, даже... Амбулатория была и была это почта была. А ближайшая почта это куда? Закрыта. А в Сергиевом Посаде ближайшая почта? Да. Сегодня от былого величия остались только воспоминания местных жителей. Клуб пустой, почта давно закрыта, поликлиника в прошлом. Ну, вот одно из сохранившихся, кстати, зданий, еще советских, гарнизонный офицерский клуб. А здесь все заколочено, но с другой стороны нету куска стены, поэтому можешь зайти. И там внутри достаточно интересно. Сейчас пойдем покажу. Тут какой-то актовый зал, судя по всему. Выглядит все достаточно интересно. А звуки какие капающей воды. Легкий Silent Hill. Тут фан-клуб Милана организовался внезапно. А, это спортивный этот спортзал. И очень много кинопленки. Посмотрим, что тут в библиотеке-то. Подшивка вокруг цвета. Посмотрим, что здесь. Читали компьютеры. Основа автоматического управления. Методы теории автоматического управления. Магнитные усилители. Радиоприемники сверхвысоких частот. Годы золотые, три стертых треплются шли, и вязнут спицы расписные в расхлябанные колеи. Россия, нищая Россия, мне избы серые твои мне песни ветровые, как слезы первой любви. Тот стихи писал или переписывал. Пленки куча. Пленки, кстати, очень много везде валяется. Справочник по лекарным материалам.
Альбом юного натуралиста. Птички какие-то. Материалы для пропаганды новых произведений военной литературы. Опа. Пропаганда. Подшивочка вокруг света. Это уже нам интересно. Это уже наша тематика. 988. 88. А за 88 год. Полная подшивка вокруг света за 88 год. Странно, что никто еще не экспроприировал и не продает на Авито. Почта не работает, судя по всему. Что-то в шелах нет. О, сейфы есть, зато большие. Большие серьезные сейфы почтовые или не почтовые. Стеллажи для хранения. Была почта и нет почты. Даже почта свалила отсюда. Пока в Москве студии продаются по 15 миллионов, всего лишь в 70 километрах от Москвы стоит просто заброшенная общага многоэтажная. Некоторые же дома жилые, а это полностью заброшено. Вот в таком состоянии практически все. Даже ремонт особо делать не надо. И никому не надо. Вообще квартиры здесь в среднем, я смотрел, стоят в районе миллиона, 1,5 миллиона. А без пробок от Кремля, наверное, часа полтора ехать. Но жить здесь почему-то никто не хочет. В этих лесах до сих пор стоят развалины стартовых позиций системы С-25. Здесь начиналась защита Москвы. Здесь жили люди, которые охраняли страну от ядерной атаки. Теперь лишь бетонные кольца, заросшие шахты и проржавевшие ворота. Место, которое когда-то было сверхсекретным, сегодня никому не нужно. Если полазить по местному лесу, можно все-таки отыскать свидетельства того, что здесь было. Вот типа такого бункера. Это пока первое, что мы нашли. Уже час, наверное, здесь ездим, ходим. Может, что-нибудь еще интересное найдем. Ну, пойдем внутрь, попробуем посмотреть, что там. Осталось хоть что-то. Ну, здесь, конечно, все развалено, переразвалено уже. Ничего здесь не посмотришь. Вот сквозной выход. Да, бункер, кстати, зарыт полностью. Обращайте внимание на земляные насыпи. Это не просто насыпи, это бункеры. Вряд ли в них что-то можно интересно найти, но ради общего развития можно посмотреть, как это выглядело в советский период. Как прятали ПВО, командные бункеры в лесу. То есть даже несмотря на то, что это очень сильно глубокий тыл, все равно вот, аэрофотосъемки вот так вот все скрывали. И даже сейчас, зная, где это находится, достаточно тяжело так определить, что где здесь есть. Нужно прям постараться. Сверху-то вообще секретность превыше всего. Все должно быть секретно и спрятано. Как большой домик Хоббита, кстати, в лесу. А куда идти жаловаться? В Московскую область или во Владимирск? Знаете как? По правам человека она молчит тупо глупо, даже не отвечает на вопросы. Да. Как парадокс появляется, она просто молчит, не отвечает на вопросы. Сергей Посад поедет в защиту. У меня прописка регистрации в Московской области. Вас нас нету. Я говорю, дайте объяснить, что-нибудь обслуживать. Нет, и все. Я говорю, ну и как, вот мне в паспорте стоит Сергиев Посад 15. Они, вы не наши, понимаете? Вот этим словом убивают человека от и до. Куда мы не обращались, как мы не ездили, и все одни отписки. Путин молодец, не получает, что он так поступил со всеми, не дал фашистам продвинуться. Я, как в 18-м году ездил за него в Москву, голосовал. Вот. А то, что... А у нас здесь не боевая зона? Ну, это все... А? Как одним словом вашу жизнь описать в этом городе? Есть у вас такое слово? На буковку Х хорошо. Не подумайте, что хорошо. Хорошо, не хреново. А это как в преисподнюю попасть, вот чтобы из дома кто-нибудь пожил бы здесь хотя бы вот,
А не приезжал никто, какой-нибудь Нет. депутат из И вот сельского совета? пенсионерам, которые ветераны труда, все, им должны 50% коммунальных все возвращать. Все отменили. Время просто нафиг отменили. Так теперь Льготы еще тоже и карту социальную, вот Всё, и бесплатный закрыли. проезд отменили, все отменили, Всё. вообще. Все закрыли. А почему говорят? Ничего А вы не говорят. наши? Вот прямо сказать, соцзащита, вы не наши. Да. Я говорю, блин, что, американская что ли? Да дайте мне визу, я уеду отсюда. Все хаят Запад. Но хаять надо здесь. Вот это хаять надо. Да. А вас как зовут? Чтобы... Не буду. Ладно, хорошо. Урой, вы так засветили меня. Я так найду. Вот так вот. И защищали Москву. А теперь Москва говорит, что они не ее. Служили, защищали Москву. А теперь всех лишили пособий и льгот. Больше не нужны.